Совершая эти 10 ошибок после переезда в Польшу, вы рискуете впасть в депрессию, потерять деньги и разочароваться в эмиграции. Слишком много людей уезжает обратно, думая, что это была ошибка. Но чаще всего ошибка не в самой эмиграции, а в том, как человек к ней подошел. Я живу в Польше почти 3 года, и многие из этих ошибок совершала сама. А теперь хочу поделиться опытом, чтобы вам было легче. Если вы уже переехали или только планируете, досмотрите до конца, потому что это видео может сэкономить вам нервы, деньги и месяцы стресса. Первая ошибка – это ожидания, которые не имеют ничего общего с реальностью. И в одну, и в другую сторону. Кто-то думает, вот, перееду и жизнь наладится, как будто с новой страны автоматически придет счастье, а кто-то, наоборот, жутко накручивает себя, то, что все будет сложно, я не справлюсь и так далее. У меня самой все было вперемешку, и мечты, и страхи. Мы с Андреем долго все обдумывали перед переездом, и да, было волнительно, но потом оказалось, что не все так страшно и не так идеально, просто по-другому. Поэтому я считаю, что важно слушать разные истории, особенно тех, кто переехал осознанно, а не живет в крайностях. Это помогает сформировать более реалистичную картинку. Очень частая ошибка – ехать вообще без денег. Хотя бы на стартовый период, на жилье, еду, врачей, время на поиск работы, какая-то сумма должна быть. Польша, конечно, не самая дорогая страна, но тут тоже все стоит денег. А работа не находится за один день. Короче, банально, но факт. Без подушки, стресс, ограниченность, иногда даже откат назад. А сколько же денег нужно? Ну, у каждого тут цифра своя, но я бы сказала так. Минимум 500 тысяч евро может хватить на первый месяц, 2-3 тысячи евро на 2-3 месяца спокойного старта. А так, чем больше, тем, конечно, спокойнее. Плюс рекомендую следить за расходами и все расписывать, чтобы не было лишней тревожности. Теперь про работу. В Польше полно агентств, которые заманивают иностранцев выгодными условиями, а по факту жизнь в общежитии с плесенью, задержки зарплат и куча проблем. Таких историй море, поэтому не ведитесь на сладкие обещания, всегда проверяйте отзывы и спрашивайте у тех, кто уже работал. Мне, кстати, такие фирмы тоже писали с предложением рекламы, но, конечно, я отказывала, начитавшись веселых историй в отзывах. Спасибо, вам такого никогда не пожелаю. Не могу не сказать про язык. Да, переехать без польского можно и даже прожить так первые месяцы или годы, но по своему опыту скажу, что это постоянный стресс. Когда ты не можешь нормально объясниться в магазине, аптеке или уж тем более в ужонде, чувствуешь себя оторванно и неуверенно. Я, если честно, долго откладывала и жалею. Было бы гораздо легче, начни учить язык сразу, потому что без языка вы как вечный турист в собственной жизни, а с языком вы дома. И я искренне рада, что могу порекомендовать вам Аню. Она не просто преподает польский, она объясняет все простым языком, поддерживает и помогает чувствовать себя уверенно и легко, говоря на польском. Если вы только планируете переезд или уже здесь, но вам сложно, не откладывайте. Начните с основ в своем темпе. Вы можете выбрать курс у Ани на нужный вам уровень от А1 до С1 и за 3 месяца спокойно его освоить. На бытовых примерах, без зубриловки по учебникам. В конце получите сертификат и даже сможете пройти симуляцию реального языкового экзамена. Ну а если вам нужна чисто практика, и вы и так уже все знаете, добро пожаловать в клуб. Там вы, наконец, попрощаетесь с языковым барьером, научитесь говорить без страха и классно проведете время в уютной атмосфере. Можно и совмещать курс с клубом для большего эффекта. И я договорилась с Аней за подарки для вас. По моему промокоду выберите свой бонус. 10% скидки на любой курс или одно бесплатное занятие в разговорном клубе. Ссылку на сайт со всеми деталями прикрепила под видео. С жильем у иммигрантов часто возникает путаница и проблемы. Во-первых, впритык искать квартиру – это прям боль. Хорошие варианты быстро разбирают, и в спешке можно согласиться на что попало. Во-вторых, люди ориентируются только на цену в объявлении, но это не вся сумма. К ней почти всегда добавляется чинш, коммунальные, залог, обычно как 1-2 месяца аренды. А если через агента, еще и оплата его услуг. Плюс договор найм оказиональный, тоже может стоить денег, его часто требуют. И еще не все смотрят на сам район, где остановки, сколько ехать до центра, есть ли поблизости магазины, аптеки, парки, шумно ли по ночам, безопасно ли вечером. Многие соглашаются на первую попавшуюся квартиру, а потом живут с ощущением, куда я попал. Так что лучше чуть подольше поискать, чем потом мучиться в некомфортном месте. Еще добавим в ошибки аренду без договора, когда он только на словах. Договора в целом нужно всегда читать вдоль и поперек, чтобы потом не было сюрпризов.
Следующая группа ошибок связана с законами и традициями. В Польше в каждой сфере свои правила. У водителей свои, у велосипедистов свои, у владельцев собак тоже свои. И штрафы тут реальные. За безбилетный проезд, за неправильную сортировку мусора, за парковку. Поэтому важно хотя бы немного разбираться, чтобы не влететь. И также важно следить за новостями. Даже если вы, как и я, не любите это делать, пусть кто-то в семье этим занимается. У нас, например, за это отвечает муж. Так проще быть в курсе изменений в законах и не попадать в неприятные ситуации. Но и зацикливаться не стоит. Сейчас многие мигранты впали в тревогу из-за нового президента. Он действительно больше ориентирован на поляков и не очень за приезжих. Да, это важно учитывать, но важно и сохранять спокойствие, без паники. Просто держать руку на пульсе и трезво смотреть на вещи. И, конечно, не верить каждой новости, которая вам попадается. Нужно уметь различать, что адекватно, что нет, и фильтровать все, что проходит через вас. Будь мы все осознанными, ни одна бы пропаганда не работала. Также важно уважать местные традиции. Например, Польша более сдержанная и формальная страна, особенно в начале общения. Здесь принято обращаться друг к другу на пан, пани или панство, особенно с незнакомыми людьми. Это тоже из очевидного, но все же поначалу можно ошибаться, особенно не изучая базово польский. Легализация. Тема, в которой я не претендую на эксперта, но есть несколько важных моментов, которые обязательно нужно учитывать. Во-первых, легализация в Польше – это долгая история. Если вы уже примерно понимаете, что хотите остаться здесь надолго, лучше начинать все заранее. Собирать документы, подаваться на карту по быту, планировать шаги хотя бы на пару лет вперед. Но не всем это подходит. Например, мы с мужем пока не подаемся на карту по быту, потому что работаем удаленно и неофициально в Польше. А для ПМЖ нужно именно официальное трудоустройство или бизнес. Мы пока на временной защите и ждем, что будет супер. Так что ситуация у всех разная. И лучше тут обращаться к проверенным экспертам по легализации. Еще одна важная штука – везите в Польшу все документы, какие только можете. И по возможности не ламинированные. Даже школьный аттестат может пригодиться. Например, если вы захотите поступать в полициальную школу. Это такой местный аналог колледжа для взрослых, куда можно поступить без экзаменов и получить профессию. По сути, в Польше нет классической бесплатной медицины. Все работает через страховку. Это может быть госстраховка НФЗ, если вы официально работаете в Польше или находитесь под временной защитой. Частная страховка от работодателя, если повезет, или просто частная страховка. Если ходить к врачу вообще без страховки, будет дорого, но и с ней не все гладко. Особенно с НФЗ вы можете ждать визита к специалисту месяцами. Так что важно разобраться в системе и выбрать вариант, который подходит именно вам. Еще одна распространенная ошибка – идти к первому попавшемуся врачу. По личному опыту, даже врачи с кучей вау-отзывов иногда оказывались максимально поверхностными. Потом приходилось все переделывать. И, если честно, по моей личной статистике, украинские врачи обследовали и лечили меня качественнее, чем польские. Не знаю почему, но польские специалисты часто не спешат лечить и довольно равнодушно относятся к симптомам. Как будто если ты еще не умираешь, значит и лечить особо нечего. Поэтому лучше идти к врачам по реальным рекомендациям. И вести с собой, опять же, изначально все медицинские документы, анализы, выписки, результаты обследований, особенно если есть хронические заболевания. Эмиграция – это часто про новый старт, и у каждого он свой. Кому-то ок в одиночестве. Я, например, так долго жила, и мне было вполне комфортно. Но со временем я поняла, что общение с другими делает жизнь тут намного интереснее. Связи с людьми – это не про необходимость найти кого-то, чтобы не чувствовать себя одиноко. Я против такой эгоистической позиции, а скорее про обмен опытом, поддержкой и взглядами. Не обязательно иметь кучу друзей, иногда и один человек, с которым вы на одной волне, уже делает большую разницу. Об этом почти никто не говорит, но внутреннее состояние – это то, на чем буквально все держится. Если вы живете в постоянном напряжении, тревоге, унынии, то даже самые хорошие внешние обстоятельства не будут вам в радость. Очень важно учиться быть себе другом. Не ругать себя за слабости, не застревать в страданиях, не прокручивать бесконечно, а вот в моей стране было лучше. Это путь в никуда, я считаю. Он мешает замечать все то ценное, что есть здесь и сейчас. Ваше развитие, новый опыт, простые приятности дня. Потому что переезд – это не только про документы, работу и жилье, но и про нашу внутреннюю опору. Когда она есть, все остальное постепенно становится на свои места. И любые проблемы перестают быть проблемами, а становятся просто списком задач. Ну что,
какой пункт вам больше всего откликнулся. Можете также делиться своими ошибками в эмиграции. Будем учиться на опыте друг друга. Я вообще не люблю слово «ошибки», звучит как-то так себе. Пусть лучше будут точки роста. То, что можно улучшить для более приятной жизни. Ну, а мы увидимся с вами совсем скоро. Пока.